От всей души приветствую вас на этом раскладе, мои любимые подписчики и новые друзья. Здесь карта Ленорман, ваши любимые, и также мои любимые. И разделитель, это Pendulum, разделитель. Мы будем смотреть вот такую тему. Какой вас видят окружающие и каким его видят окружающие. Как это влияет на него и на вас. Мы просмотрим мысли, чувства мужчины к вам. Мы просмотрим, как мнение других мешает или помогает вам. То есть важно узнать, как нас видят окружающие. Конечно, сколько людей, столько и мнений, но мы посмотрим важные тенденции. То есть, если многие окружающие видят вас одним образом, может быть, это что-то или плюс, или минус в вас, или в нем. И этот расклад откроет правду, потому что с каждым человеком будет резонировать по-особенному. Естественно, карты усваиваются и понимаются со всеми людьми индивидуально. Поэтому такие общие прогнозы, так называемые, по моему методу, они очень правдивые, не нужно заказывать ничего. Я обратила внимание, что вот эти две колоды, они очень похожи. Это белорусский автор, кстати, очень классные карты, их обожаю. Я ничего не рекламирую, мне никто ничего не платил. Просто мое частное мнение. И у меня такое чувство, что они основаны все-таки где-то, ну, естественно, это Ленорман, да, у них есть вот такое ощущение викторианской эпохи, королевы Виктории в Англии, и вот Bluebird, Ленорман, где-то вот чисто энергетически эти карты схожи, поэтому я взяла их сегодня, эти две колоды. Естественно, авторские карты, они очень-очень классные, вот эти авторские карты, а это более традиционные карты, и они навеяны эпохой. Может быть, они тоже авторские. Я не вижу здесь, что они авторские. Я вижу, скорее всего, что традиционные. И четверостишие здесь тоже традиционные, очень классно предсказывает. Я буду начинать. Видео актуально в тот момент, когда вы нашли. Даже если вы в любой другой момент будете его смотреть, каждый раз оно будет у вас проигрываться по-особенному. И вы будете что-то новое узнавать о себе, о других людях, о мужчине, которым вы интересуетесь. В этой колоде, в этой и в другой, есть, конечно, карты 28-29. Это карты господина и госпожи. Вот, госпожа, это вы. Господин вышел сразу. Вот как интересно. Раз он вышел, сразу берем еще следующую карту, она его опишет. Смотрите, это карта судьбы, карта книга. Очень интересно. Этот мужчина вам по судьбе, сразу видно, да? А вы красавица, букет с вашей стороны. Это предиагностика, она показывает в основном, что видят вот ваши люди, которые близки к вам. Они видят, что этот мужчина вам по судьбе. И он действительно встретился вам, потому что многое, что есть в вас, есть и в нем, что есть в вашем роду, есть и в его роду. Вы в чем-то очень схожи, и это очень хорошо для отношений. Что о нем думают другие? Карта, книга показывает, что другие люди думают, что он грамотный, начитанный, да, образованный, вдумчивый, серьезный человек, рассудительный, любит проводить время с книгой, ценит информацию и правильно делает, и мы живем в веке информации. Здесь, что о вас думают другие? Что вы красавица, во-первых, потому что карта букета – это, конечно, красавица. Умница, красавица, у вас высокая энергетика, вы благородны, и люди вами восхищаются, можно сказать, потому что нет таких людей, которые не восхищаются цветами. Ну, кто может... Есть такие люди, которые вообще не любят цветы, ни живые, ни в вазе, ничего. Но эти люди, наверное, имеют какие-то ментальные проблемы, потому что цветы сделаны так Творцом, что какие-то вам нравятся обязательно, или те, или другие. Это высокая энергетика, вибрация любви. И когда выходит карта букет для вас, это означает, что вы нравитесь всем практически, да, потому что цветы нравятся всем. В вас есть что-то притягательное, какой-то магнетизм. Вы очень красивый, умный, интеллигентный, дипломатичный, аккуратный в своих высказываниях, улыбка прекрасная. Вот поэтому мужчина, например, на вас реагирует как на очень нужную для них партнершу, да, вам легко найти, кстати, пару. Если вы еще до сих пор не нашли пару, или вы чувствуете, что вам пару найти нелегко, мы будем смотреть, что с вами не так, может быть, в вашем понимании себя, может быть, какие-то мысли круткие, неправильные, потому что потенциал быть счастливой у вас огромный. Это только предиагностика, я буду еще брать карты позже. И сейчас мы настраиваем голубую птицу, чтобы посмотреть на этой паре
на этой колоде, вернее, вас как пару. Как его видят окружающие, как вас видят окружающие, как на вас это отражается, потому что это очень сильно отражается на нас, на всех. Знаете, вот какое у вас будущее, ведь наше будущее очень зависит от других людей. Конечно, мы живем же в обществе. Это вы. Вы вышли с картой звезда, звезды, это очень хорошо, это означает, что вы популярны будете, вас заметят. Вы всегда новые, всегда интересные, вы любите новый гардероб, новый макияж, новый цвет волос. Вы все любите новенькое. И у вас действительно жизнь очень ясная, светлая, потому что звезда ясная, светлая. А как видят вас другие люди? Ясные, светлые, всегда новые, интересные. Хорошая карта очень. Итак, мы ищем сейчас мужчину. Что там у него, как его видят окружающие. Смотрите, карта затесалась из другой колоды. Чего она здесь затесалась? А значит, так нужно было. Давайте ее откроем. Посмотрим. Ну, это карта The Stork или же Аисты, перемены в личной жизни. Очень хорошая карта, кстати. Я ее сейчас, с вашего позволения, отложу. Она, конечно, случайно здесь оказалась. Но мы знаем, что случайностей не бывает. Так что вот это перемены в личной жизни. Может, кому-то из вас нужно было услышать такие слова, что будет примирение, это радуга, и у вас будет перемена к лучшему в личной жизни. Может, кому-то из вас нужна была это. Вы знаете, мужчина, конечно, вышел сразу после этой карты, но мы в любом случае посмотрим одну перед этим и после. Мужчина сомневается в чем-то сейчас. Может быть, он стоит перед выбором серьезным, потому что он смотрит на карту дороги. Это одна только интерпретация. У каждой карты есть миллион интерпретаций. Поэтому Ленорман вообще никогда не считывается в одиночку, да? Всегда нужна еще карта, чтобы они друг друга дополнили. Ключ, карта ключевого мужчины, серьезного, как видят его окружающие. Человек, который отвечает за свои слова, который открывает нужные двери. Может, он работает или в банке, или каким-то консультантом. Может быть, он работает менеджером, может быть, он управляет другими людьми где-то, или же работает на компьютере, где за что-то отвечает. Потому что карта ключ за что-то отвечает, серьезная. Дороги открывает другим людям, да, может, действительно помогает другим, любит помогать другим. Но карта дороги имеет тоже коннотацию негативную, да. В этом случае ключ часто карта магическая. И если ключ вышла с картой развилка, это иногда показывает на магическое воздействие. Так что на этом мужчине может быть какое-то магическое воздействие. Поэтому он неоднозначно может себя показывать людям. Он может показывать себя не таким, какой есть на самом деле. Когда на человеке есть магическое воздействие, он как бы сам не свой, да. У некоторых девочек это проиграется. Не у всех, конечно, потому что расклад, он резонирует с вами в одном месте сильно, в другом месте не так сильно. Вы выбираете то, что с вами созвучно, и пользуетесь этими советами. И я хочу сказать, что любой расклад, даже заказанный за большие деньги или небольшие, это не важно, точно так же вам нужно было бы высеивать, вылавливать свои моменты. Поэтому надобности именно по моему методу в заказах нет. Здесь вы в любом случае узнаете то, что к вам относится, возьмете себе на закладку. То есть как совет от высших сил, не от меня. Я считаю живые каналы карт, поэтому не от меня, от высших сил. Но если что-то не резонирует, просто пропустите мимо ушей, можно это отбросить. Так что не у всех, но у некоторых проиграется, что на мужчине есть серьезная магия, магическое воздействие, поэтому он вам непонятен. Поэтому вы смотрите расклад, чтобы разобраться немножко в нем. И сейчас вы видите, что от него ничего не зависит, потому что он под влиянием находится. Это может быть влияние человека, который им манипулирует, вампирит, который хочет от него что-то и вот замагичил его, или профессиональным даже путем, потому что ключ и развилка иногда показывает работу, конечно, какого-то колдуна, который напортил здорово этому человеку в жизни вашему, да. Итак, я сейчас приготовила вот эти карты. Old Style Lenormand, это называется традиционные или старинные Lenormand. Но это новые карты, но у них такая тенденция старинная. Мы посмотрим. Итак, это его мысли. Дерево. Он к вам серьезно относится, он хотел бы
сделать вас женой, если вы еще не женаты. Если вы женаты, он не мыслит своей жизни без вас. Карта дерева. Он хочет к вам относиться долго, длительно. Это семейная карта, так что здесь хорошее отношение к вам, его чувства. А карта кольцо, извините, видимо, карта кольцо тоже подразумевается здесь, да, все, что предсказатель говорит, я же вынимаю из каналов карт. Значит, так нужно было. Кольцо – это хорошая карта ответственности. Так что здесь вот она похожа на карту дерева. Она, значит, вышла духом своим, да, если не в материальном плане. А в материальном плане вышла карта кольцо опять, видите, как кольцо все-таки присутствует. Она говорит, ты не хочешь, чтобы я вышла в материальном плане, а я вышла в материальном плане, хоть и не видно меня здесь хорошо. Мужчина серьезный, потому что кольцо – карта серьезная, ответственная. И у него к вам серьезное намерение. Эта карта чувства выражает, и письмо – это карта, знаете, его чувства хотели бы быть на бумаге. То есть, может, он напишет письмо, или у вас будет документ общий какой-то, или вид на жительство, или же это брачный контракт. Но он хотел бы, чтобы вы поняли, что его чувства очень серьезные к вам. Вот. Дальше его планы на будущее. Вышла карта сердца, очень хорошая. Хотел бы жить с вами, хотел бы вас любить и очень хотел бы, чтобы и вы его любили. Вот так. Смотрите, сердце, дерево и письмо. Но великолепный расклад. Это означает, что многие из вас получат от него известие, он выйдет на связь, если были качели или недопонимание. Извините, у меня там сосед косит траву каждый второй день. Буквально вот каждый второй день. Что там косить, я не знаю. Вы, может, слышите звук, хоть я и все окна закрыла. Но в Канаде такие дома, знаете, как сараи, так что все слышно. Вы уж простите меня, если есть звук, я никак не предполагала, когда начинала. Вот, так что я здесь вижу, что выйдет на связь, да, даст о себе знать, скажет, что хочет с вами жить. Это может быть карта для многих, что вы съедетесь, будете жить вместе. Или если была ссора, вы помиритесь. Давайте перейдем немного к левому раскладу, вернее, к правому. Я хочу напомнить для уважаемых друзей, что как нужно смотреть мои расклады. Я делаю 2 расклада, потому что это мой метод магического пасьянса. Если какие-то карты повторяются в раскладах, это то особенное, на что нужно обратить внимание, как называемое место силы. Особенный совет вам будет даваться, да? А вот можно выбрать, конечно, себе расклад, левый или правый. Вы хозяин-барин, вы располагаетесь с моим видео, как пожелаете. Я сделала для вас видео. Единственное, что здесь высшие силы с вами выходят на связь, поэтому видео, если решили смотреть, смотрите от начала до конца, чтобы дать уважение не мне, чтобы дать уважение высшим силам. А распоряжаться с раскладом, как хотите, так и распоряжайтесь. Можно себе взять эти советы левые, можно правые советы взять. Можно послушать все, потом сделать вывод, что берете, а что нет, да? В общем, решайте сами. Или же это может быть вы здесь и он, как бы в одной ипостаси, здесь вы тоже и он в другой ипостаси. Ведь мы же все люди имеем разные предпочтения, разные совершенно наклонности вести себя в разной ситуации, потому что здоровый организм, он действительно здоровые маски носит, это нормально. Мы не можем приходить, например, на работу как к себе домой, да? Там особая маска, да, коллеги, профессиональная маска. И эта маска, когда ее нельзя сдереть, когда она с человеком вживается, это уже ментальная болезнь. А если человек меняет эти маски, потому что жизнь это как театр, это как сценарий, это как счастливая книга жизненная. Нельзя же здесь книга вышла. Книга, она мне дает возможность эти слова все вам и сказать. Да? Так что, если вы дома, например, с ребенком, вы мать, это маска матери, это имеется в виду хорошая маска, в хорошем понимании слова. С мужчиной вы ему его дама сердца, да, но если вы с мужчиной всегда его мамочка, иногда можно и маму включить, но не всегда. Если вы всегда его мамочка, конечно, это нехорошо, и тогда отношения портятся и так далее. Но это в 2 словах сказала. Девочки, магическое воздействие, скорее всего, на нем, как я уже сказала. У некоторых, да, у некоторых это проиграется. Я карты вкладываю назад. Сейчас посмотрим здесь. Вы всегда новая, вы всегда звезда. Это очень хорошая карта. Добавляю их в колоду. И сейчас мы будем с вами раскладывать карты для вас двоих с этой стороны. Итак, он и вы. Как его видят высшие силы и окружающие? Вот смотрите, надежный человек. Это карта якорь.
Высшая сила его видит надежным, благородным, человеком, который стремится к нормальной жизни человеческой, да. Хорошая карта якорь. На работе его видит как профессионала. Не зря я, кстати, про маски говорила, ведь карта якорь может означать разные маски. На работе как надежный профессионал, надежный коллега, который не предаст, не будет сплетничать. Дома его видят высшие силы как приличный мужчина, которому можно доверять, не обманет, хорошо зарабатывает для семьи, да? Надежный человек, так его видят высшие силы и окружающие. Как вы его видите? Смотрите, эта карта собака, очень хорошая карта. Вы его видите другом, любимым другом, дружелюбным. Вы хотели бы его так видеть. Может быть, он так сейчас и не представляется вам, но вы хотели бы это очень. Кстати, потому что карта с вашей стороны, она тоже отвечает на вопрос, как он вас видит. И он вас видит надежным другом, он вас видит добрым человеком. И это очень важно, кстати. Очень важно. Кольцо, наконец-то оно вышло. Вот. Мы его с вами вызывали, да? Оно, кстати, само вызвалось в прошлом раскладе. Помните, 2 раза выходило в духе. И теперь оно вышло в материальном виде, кольцо. Кольцо говорит о его мыслях, потому что у нас там мысли, чувства и его будущее, да, что будет дальше между вами. Точно такой же расклад будет и здесь. Итак, его мысли о том, что он вам хочет быть преданным, он хочет сдержать обещания относительно вас. Если между вами есть какие-то препятствия, он хочет принять меры и пройти эти препятствия, решение принять. Он хочет вам доказать и показать вам, что он способен на решение, на поступки серьезные. От него нужно ожидать всего самого хорошего, потому что кольцо – это преданность, это обещание друг другу. Он в мыслях дает вам обещание быть с вами, его чувства. Ну, это карта чувств, это сигнификатор чувств, это карта рыбы. Это сигнификатор чувств, это очень-очень хорошо. Так что чувства, конечно, самые полные. Рыба – это полнота чувств, это, конечно, любовное чувство. Это карта счастья, да, счастья в отношениях. И написано, кстати, что ваши все мечты исполняются по этой карте. Король бубновый – это король достойный, это мужчина достойный, он достойный мужчина, понимаете? Вот, у которого есть деньги, потому что, кстати, рыба – это деньги, чувства у него такие. Нужно заработать для вас, чтобы жизнь с вами была, как бы сказать, достойная, да, чтобы дом был благоустроенный или квартира, чтобы все было у вас хорошо. Вот он такие чувства испытывает, это очень достойно человека. Вот смотрите, меня ругают там расклады позитивные. Во-первых, будущее многовариантно. И от вас зависит сегодня, как вы будете жить дальше, какой сценарий жизни вы будете выбирать, что мозг завиртуалит, то тело сделает. Ну и потом такие карты выходят, уважаемые друзья, я же при вас все выбираю, да, все для вас беру, вот смотрите, так, что будет дальше между вами. Это для тех друзей, которые новые отношения хотят, и вы помните, карта ребенок вышла с вашей стороны. У вас будет новое отношение к этому мужчине, новое восприятие его, вы его увидите по-новому. Что будет между вами? У многих очень завяжутся новые счастливые отношения с мужчиной, который благородный, и вы будете с ним вместе как семья, и будете иметь чувство любви друг к другу. А еще карта ребенок, между вами просто могут быть дети родятся, дети, внуки. Что будет дальше между вами? Уютная жизнь. Уютная жизнь с вашим совместным творчеством. Дети – это совместное творчество, да? Карта номер 13, 1 и 3 – это 4, стабильная жизнь. Что будет дальше между вами? Стабильная, счастливая жизнь. Что будет дальше? Здесь 2 и 4 – это 6, это желание исполнится, любовь. Очень хорошие расклады, такие просто великолепные. Я перехожу к этим картам, и мы сейчас спросим. Пусть он расскажет о себе. Пусть он расскажет немножко больше о себе, что его сейчас тревожит. Вот какие-то есть потери у него, или же это денежные потери, материальные, или же сплетни, наговоры в семье, или какая-то неустроенность финансовая, или же житейская, бытовая неустроенность. Его что-то очень заботит. Трефовая масть может касательно денег. Его что-то очень заботит, его сердце очень тревожится. Его сердце очень тревожится. Что он хочет сейчас вам сказать? Вот вызовем его на откровенный разговор и спросим, что он сейчас хочет вам сказать. Он хочет сказать, что есть человек, который вам мешает, и ему, и вам. Человек, который притворяется. Это лиса.
Это может быть человек, который в его семье, это семейная часто карта лиса, или же коллега какой-то, потому что лиса иногда показывает свой бизнес. Пятерка это вот человек, который хочет все-таки затуманить его мозг, и он говорит: не слушай там подругу, например. Может быть, он хочет сказать: не слушай свою мать. Это иногда показывает на мать. Может быть, ваша мать против. Лиса говорит о том, что он хочет вас предупредить. Смотрите, и крыса, и лиса, что его сейчас волнует? Волнует, что есть какое-то предательство или есть какие-то силы злые, которые активировались против вас. Он хочет сказать вам: но не нужно слушать мнение других, не нужно нервничать, не нужно вносить смуту в ваши отношения, потому что кто-то что-то сказал, был наговор. У некоторых девочек проиграется, что было предательство, кто-то наговорил на него, вы стали его ревновать, или наоборот, кто-то наговорил на вас, он стал ревновать. И он хочет сказать: не слушай ты эти сплетни. Почему ты всегда заботишься о том, что о тебе думают другие? Кстати, вот поэтому я и назвала расклад, какой вас видят окружающие, каким его видят окружающие. Да? Нельзя никогда думать, что мнение окружающих – это финальное мнение. Да? Финальное мнение – это ваше мнение о себе. И окружающие практически всегда, 99% неправы относительно вас, какое они мнение имеют. Потому что каждый человек говорит о себе, когда он выражает мнение других. Поэтому не рекомендуется в общем пространстве сильно критиковать других людей, или вообще не стоит этого делать, потому что это всегда нарушение личностных границ. И он говорит, что кто-то нарушает личностные границы в вашей паре, кто-то желает вам плохого, кто-то его критикует в ваших глазах, может быть, ваша мама. У некоторых проиграется, что он недоволен тем, что ваша мама, она очень concerned, ее все волнует в ваших отношениях, она просто... что своей жизни, что ли, не имеет, хочет обязательно помочь дочке, как бы разоблачить его, да, и он говорит, что он устал от этого, он очень устал, он хотел бы, чтобы не было между вами третьего постоянно, кто встревает и мешает, и мнение окружающих для него не играет такую большую роль, как для вас. Вот смотрите, вышла карта развилка, она сама выпрыгнула, если вам было видно, и карта развилка уже у нас проигрывалась здесь, при диагностике со стороны мужчины. Это говорит о том, что есть негативное воздействие. Есть негативное воздействие на вашей паре, потому что развилка говорит, что кто-то неровно дышит в вашу сторону, хочет помешать вашему счастью. Посмотрим. Но я уже вижу кто-то, я уже долго описывала лису. Гора. Кто-то хочет просто поставить препятствие между вами и вашим любимым человеком. Кто-то хочет навредить вам, кто-то его оговаривает, кто-то... вот понимаете, частное мнение выдает за правду, но это же вообще абсурд, понимаете, рассказывает вам какие-то истории выдуманные, понимаете, какие-то защитные истории, что ли, нужно все видеть, каким оно есть, мир какой он есть, и не нужно ничего выдумывать, понимаете. Нужно иметь трезвую голову и не обращать внимания на частное эмоциональное мнение других людей. Сможете ли вы с этим справиться? Это карта коса. Вам нужно прекратить общение с этой лисой. Вы знаете, о ком речь сейчас идет? Вам нужно прекратить полное общение с этой лисой. Да, вы скажете, если это родственница, но а что, мы приговоренные, что ли, общаться с родственниками? Не хотим и не будем, да? Не обязательно общаться с родственниками, нет. То, что вы родственники, это ничего не значит. Вы можете быть абсолютно разные люди, и родственник может действительно критиковать вас незаслуженно, его незаслуженно, родственнику просто делать больше нечего, да? Или же он так сердобольно вас любит, но это же больная любовь, когда мы пытаемся другому говорить, как ему жить на свете. А ваш мужчина прав, он говорит, прекращай это, не нужно больше слушать эти наговоры, коса идет на лису. То есть от этой лисы, от этого манипулятора, от этого вампира вам нужно избавляться, и тогда пропадут эти крысы в ваших отношениях. Больше не будет смуты, больше не будет ссор. Даже вот крысы иногда показывают на скандалы. Никаких скандалов не будет у вас, и уйдет вот этот тупик в отношениях, который основан на том, что другие люди встревают в отношения и мешают вам жить. Все очень просто, даже понятно без слов. Поэтому я и показываю крупным планом, чтобы вы без слов, ваше подсознание все понимало. Итак, я с этой стороны буду делать то же самое, смотреть, есть ли препятствия. И это будут две карты, есть ли препятствия. Опять карта ключ выходит. Опять выходит та карта, которая вышла у мужчины со спины.
Кто-то важный в его жизни человек козни строит, какие-то препятствия, может быть, да, потому что ключ может показать, что кто-то хочет к нему подобрать ключик. У кого-то есть шкурный интерес. Я 2 карты буду брать, как и в этом случае. Кто-то из семьи, это карта сад, кто-то хочет к нему подобрать ключик, кто-то хочет ему навязать, что ему делать, куда ему идти, как ему жить, кто-то хочет навязать ему мнение о вас, кто-то хочет помешать, да. Итак, что такое, что это и как этого избежать? Будет 3 карты. Помните, букет вышел, да? Он есть вот здесь, в этом раскладе. Еще одно место силы. Развилка была местом силы, и развилка говорит, что есть магическое воздействие недоброжелателей. Только тогда могут они магически воздействовать, когда вы им позволите, будете слушать их, не слушайте никого. А также букет является местом силы в этом раскладе. И слева и справа он вышел. Он говорит, что все победит любовь. Все победит любовь, преданность ваша друг другу. Все будет у вас хорошо. Давайте еще 2 карты будет. Вот ваша нежность, женская судьба, это карта Луна. Это все прекрасно, но Луна тоже карта сомнений, волнений, особенно если ночью, да, вот приходит такая идея, что а вдруг он меня не любит, а вдруг он уйдет другой, а вдруг его семья меня не примет, а вдруг мы никогда не научимся понимать и слышать друг друга. Карта Луна говорит о сомнениях. У вас есть сомнения относительно мужчины. У некоторых девочек это проиграется, что у вас есть сомнения относительно того мужчины, о котором вы сейчас думаете. Сомнения о том, а что его мама скажет, потому что Луна сейчас на маму показывает. Луна показывает тоже, а будут ли у нас деньги, потому что Луна это напитать себе, дать себе достойную жизнь. А вдруг я некрасива, Луна вместе с букетом, а вдруг он меня не любит. Ну, нельзя тогда, эти сомнения, они все пустые. А вот эта карта общения, это карта, вы знаете, взаимопонимания. Карта птицы, карта взаимопонимания. Понимаете? Научитесь понимать сами себя, другими словами, да. Перед тем, как вы научитесь понимать мужчину, научитесь понимать сами себя. Очень многие, кто меня сейчас смотрит, они не уверены в себе люди, не умеют понимать себя, привыкли, что другие люди вами управляют, и их мнение о вас почему-то для вас ключевое. Здесь карта ключ была, да. Вот она, 33-я карта. 33-я карта мастер номер. Она говорит о том, что вы научитесь, пожалуйста, знать, что и сильные, и слабые стороны есть у всех людей, и у вас, и у него. И сильные, и слабые стороны нужно интегрировать в себя и не слушать мнения других. Научитесь любить себя, разговаривать с собой, конструктивные мысли, конструктивное отношение к себе, созидательная поддержка. Человек, самое главное, должен научиться сам себя поддерживать. И если человек поддерживает сам себя, его начинают поддерживать и другие, потому что видят в человеке стержень и такую здоровую уверенность в себе. Вам нужно культивировать, очевидно, многие, кто сейчас смотрит меня, нужно развивать вот эту уверенность в себе, культивировать отношение к себе, достойное отношение к себе, когда вы себя уважаете, цените, защищаете сама себя. Ну, не нужно там, наверное, доказывать другим, кто вы есть. Нужно знать, кто вы есть. А вы очень достойный человек. И нужно знать, кто вы есть, понимаете? И ухаживать за собой. Мы, девочки, все ухаживаем за мужчинами, за другими людьми, за детьми. Карта птицы вместе с Луной. Научитесь ухаживать за собой. Научитесь понимать и любить себя, принимать себя, естественно. И вот какой вас видят окружающие, а какой вы видите себя? Спросите у себя, посмотрите этот расклад. Он, конечно, тоже... Это разговор с подсознанием. Любой расклад – это духовное общение с собой, это умение найти свой путь, это реализация себя, это сама жизнь, это очень интересно. Потому что каждый человек, который услышит мои слова, по-разному поймет их, да. И если вы услышите по-своему, это правильно. Я не настаиваю ни на чем, я просто считаю каналы карт. Я знаю, что нужные слова, нужные люди услышат, чтобы помочь себе, чтобы продвинуть себя в жизни. И это цель любых моих раскладов, чтобы вы научились понимать, любить, уважать себя и заботиться о себе. И мнение окружающих – это всего лишь мнение других людей.
И я здесь не вижу, что многие обладают вот в полной мере этими возможностями. Поэтому здесь этот расклад, я уверена, что очень многим поможет. Вас только тогда будут любить и ценить, если вы будете ценить и любить себя. Это безусловно, это понятно, все это знают, но карты, они на особом уровне глубоко вам это все преподают, да, объясняют. А я лишь только считаю их каналы, потому что я ваш друг и очень хочу вам помочь. Вот такой расклад, девочки, в разные моменты будете смотреть, по-разному будете слышать, конечно. Я вас всех очень люблю, обожаю. Я преподаю Ленорман, я ленорманист и с большим именем, нет у меня ложной скромности, действительно так. Потому что я очень люблю это. У меня очень сильная любовь к картам. Я верю, что карты это как лекарство, да, эзотерические лекарства. У меня очень много великолепных уроков, более 300 уроков. Они организованы в курсы, плейлисты. Кому нужно, покупайте уроки для развития себя, для разговора с собой или для того, чтобы людям помогать. Я и тому, и другому вас научу. Мой метод очень простой, доходчивый и в то же время очень глубокий. Познайте работу с картами. Как меня найти? Кому нужен учитель, найдет. Найти меня можно. Под каждым видео есть переход на мой сайт официальный. Под видео, там вот в сноске только я могу писать. Поэтому, когда вы обращаетесь на сайт, обращайтесь под видео в сноске. Или же о канале. Там тоже мой официальный сайт. Всех вас очень люблю, обожаю. Особенная благодарность спонсорам канала, потому что я верю, что могу всем помочь. И спонсоры канала поддерживают мою работу, чтобы я не распылялась между заказанными и вот такими для всех раскладами. И это не реклама моих услуг, потому что я людей частным образом не принимаю. Я верю в то, что можно так получить помощь. Зачем заказывать? Денежки остаются у вас в кармане. И я никому ничего не должна, потому что ни у кого ничего не беру. И тогда между нами с вами очень нормальные, здоровые отношения. Всем хочу очень помочь. Приходите на мои прошлые и будущие видео. Везде будет подсказка от высших сил. Везде с пользой для себя проведете обязательно время на моих видео. Медвежьи обнимашки, воздушные поцелуи. Будем видеться тогда, когда вам нужна будет беседа с другом, помощь. А мне иногда пишут: я вас смотрю, когда мне очень плохо, вы мне помогаете. Я благодарна, очень благодарна, что такое пишут. Очень благодарна, и я знаю, что очень многим помогаю. Но иногда такая немножко грустинка у меня есть. Я думаю, а почему же меня не смотрят просто так для дружбы? А если вы смотрите меня тоже просто так для дружбы, мне очень приятно тогда, потому что я к вам тоже как друг прихожу, да, чтобы просто с вами пообщаться. И, конечно же, вам помочь тоже. Поэтому придете ли вы просто так к другу, чтобы пообщаться со мной, придете ли вы за помощью, и помощь вам окажу. Высшие силы здесь вам помогут, и вы с пользой для себя в любом случае проведете время на моих видео. Я все делаю для того, чтобы вам помочь. И можете в комментариях читать. Иногда мне пишут в комментариях: а почему такие похожие комментарии? Потому что ведь это разные люди пишут. Наверное, кто-то не понимает. Я не могу комментарий написать. Это только другие люди пишут. Значит, многим мои видео помогают. И я очень счастлива это слышать. Итак, вот я убираю руки, чтобы вы могли посмотреть, как здесь, что к чему. Давайте сделаем энергооберег. Что такое энергооберег? Это счастье. Энергооберег – это тогда, когда карта исполняет ваши желания, привлекает любовь, привлекает удачу, помогает восстановить отношения. Здесь очень много было хороших карт, но я возьму карту сердца. Очень много было хороших карт. Да? Я только карту сердца здесь возьму для энергооберега с этой стороны. А теперь еще возьму с другой стороны. Так сделаем. С другой стороны, какой, девочки и мальчики, возьмем карту? Давайте кольцо возьмем, да? Здесь тоже очень много хороших карт. Мы возьмем с вами карту кольцо, чтобы сделать энергооберег. Вот будете смотреть на этот оберег, и он будет вам помогать. Он с вами будет живым образом разговаривать. Это мой метод. Делаю я такой метод очень давно. Есть у меня уже те, которые мне копируют, но это их проблемы. Каждый человек должен свой метод создавать, а не просто копировать работу другого. Естественно, что метод сработает только у того, кто метод создал. Так что вот так. Есть, конечно, люди, которые приходят ко мне на канал, чтобы или у меня списать мой метод, или же чтобы меня где-то
подсидеть, что-то гадость написать. Ну, что я могу сказать? Живите своей жизнью, делайте свои видео, свой метод создавайте. Тогда будет вам интересно жить на свете. Всех люблю, обожаю. Сделаю сейчас побольше экран, чтобы вам можно было воспользоваться. Карты, они, понимаете, это энергообереги и лекарства. Я гомеопат профессиональный и знаю, что именно карты имеют святой, священный, чистый дух, как иконы. Поэтому вам обязательно помогут. Еще минуточку. Так, вроде так будет лучше. Так. Пишите, пожалуйста, комментарии, и я все буду читать. Кстати, подписывайтесь на канал, потому что подписка на канал – это означает, что вы родной в этом эзотерическом доме. Подписка на канал абсолютно ничего не стоит, поскольку, быть родным в семье ничего не стоит, правда? Но это очень важно. Важно, если вы хотели бы, чтобы я для вас работала, служила вам верой и правдой. Я это делаю для любимых подписчиков и для перспективных подписчиков. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ничего абсолютно вам это не стоит. А я увижу вас тогда, когда вы нажмете «Посмотреть». Вы хозяин-барин. Вы выбираете, как вам жить, что вам смотреть. И если ваша судьба привела вас на мои видео, это, конечно, не случайно. Эти все слова, которые я сказала, в большей или меньшей мере вам обязательно нужно было услышать. Каждый поймет слова по-своему. Поэтому знайте, что карта с вами работает всегда на моем столе, чисто индивидуально, тет-а-тет. Хоть и, может быть, будет много просмотров, это не важно. Именно с вами карта в любом случае будет работать тет-а-тет, потому что для всех, для вас, для всех людей сердце это разное значение имеет, и кольцо тоже разное значение имеет. Вот таким образом. Ну что ж, больше говорить, наверное, не буду. Я иногда делаю такие небольшие говорилки в конце видео. Показываю иногда сюжеты из своей жизни, там минутка или две. Потому что я тоже блогер, да, я, естественно, человек, который от сердца хочу дружить. Так что в конце, если говорилки есть, в конце меня бывает обижают, пишут, что много говорю. Я в конце это все сказала, значит, вы были недоброжелателем, смотрели до конца, а потом еще и гадость написали, не понимаю зачем. Я когда и говорю что-то, кстати, даже в начале видео вообще никогда не говорю там о себе или еще что-то, только в конце. Поэтому, чтобы никого не напрягать, вот такие дела. Ну что ж, будем видеться, любимые друзья. Всем привет, всем любви и добра, всем, кто пришел с добром, я желаю добра. И до новых встреч.